Болото Исумото по себе далеко не самое безопасное место, а человеческая фантазия издавна населяла его разнообразными жуткими созданиями. В более просвещенные времена возникли истории и легенды о неизвестных науке чудовищах, обитающих в самой непролазной топе, которые ни за что не откажутся затянуть неосторожного путешественника в трясину и там с аппетитом им отобедать. Но история, которую я тебе поведаю, не похожа на простую легенду, ведь за ней стоят доказательства увиденного и множество очевидцев, которые встречают этого монстра до сих пор. Харланд Форд, в далеком 1963 году служивший авиадиспетчером в Новом Орлеане, был закоренелым материалистом. То, что он оказался первым, кто поведал людям о существовании чудовища, обитающего на Медовом острове, выглядело просто парадоксально. Большие поклонники утиной охоты Харлан и его коллега Билли Миллс отправились за утками на болото Манчак. Правда, в этот раз приятеля интересовал еще и заброшенный лагерь, который они заметили, пролетая над этой болотистой глушью. Если точнее, то не сам лагерь привлек их внимание, а то, что они обнаружили в нем какое-то движение. Мужчины прошли довольно большое расстояние, прежде чем вышли к разрушенным лагерным строениям. Вокруг не было ни души, и приятели решили, что ошиблись в своих наблюдениях. Но пробравшись сквозь густой кустарник, охотники вышли на поляну и оцепенели от ужаса. Прямо напротив них на четвереньках стояло огромное существо. От неожиданности Билли закричал, гигант выпрямился и уставился на потрясенных людей. Поединок взглядов продолжался несколько секунд, после чего обитатель болот скрылся в густых зарослях. Друзья пытались разыскать его, но им удалось увидеть только следы монстра. Позже, рассказывая о пережитом приключении, Форд отмечал, что существо, с которым он встретился на болотах, не было похоже ни на одно из тех, что он видел прежде. Болотный монстр, по его словам, будто бы сошел с экрана фильма ужасов. Харлан даже не скрывал, насколько он испугался, увидев чудовище. По его описаниям, грудь и плечи существа были довольно мощные, особенно на фоне тонких нижних конечностей. Но больше всего Форду запомнились огромные янтарные глаза, взгляд которых словно пронизывал насквозь. Надо сказать, что Харланд Форд славился своей честностью, и ни у кого не возникло сомнений в правдивости его рассказа. Тем не менее, как и все на свете, эта история постепенно забылась. В 1974 году приятели снова отправились на утиную охоту на болото Луизианы. В поисках добычи, продираясь сквозь болотные заросли, они увидели тушу кабана с вывороченным горлом. Судя по запаху, животное было убито пару дней назад. Если бы кабан стал жертвой аллигаторов, то те вряд ли бросили бы добычу. Продолжив свой путь, приятели вышли к участку с чистой водой протяженностью несколько акров. По воде шла едва заметная рябь, похоже, что здесь побывали утки. Выслеживая предполагаемую добычу, охотники старались держаться на дистанции выстрела. Однако их ожидания не оправдались. Выйдя из зарослей, они увидели еще одного мертвого кабана, у которого тоже было вырвано горло. Видимо, его убили только что, поскольку из раны еще текла кровь. А возле животного приятели увидели точно такие же следы, что и 10 лет назад. Испугавшись, что болотный монстр вернется за своей добычей, охотники предпочли покинуть это место. Немного позже, когда первый страх прошел, они решили вернуться и сделать гипсовые слепки следов странного существа, чтобы иметь хоть какое-то доказательство его существования. Когда они вернулись, туша кабана, облепленная мухами, все еще лежала на месте, да и следы монстра оставались четкими и глубокими. Гипсовые слепки Форд передал для изучения ученым из Комитета дикой природы Луизианы. Идентифицировать животное, оставившее эти следы, исследователям не удалось, но то, что они были подлинными, сомнения не вызывало. По отпечаткам смогли оценить лишь вес чудища – примерно 180 килограммов. Харлан буквально заболел чудищем, и выходы в районе луизианских болот следовали одно за другим. Ему удалось еще несколько раз найти его следы. По его словам, он неоднократно видел его и даже принес из одной экспедиции пленку, на которой запечатлел зверя. Харланд Форд уверял, что найденные отпечатки отличаются от отпечатков лап аллигатора. Специалисты не до конца были в этом уверены. Как оказалось, Форд был не единственным, кто видел болотного монстра. Похожее на обезьяну огромное существо видели неоднократно. В 1973 году группа людей спускалась по реке вниз к острову в маленькой лодке, когда что-то ударилось об их лодку в воде.
Люди остановились, чтобы посмотреть, что там, и увидели жуткое существо, плывущее к берегу. Оно вылезло из воды и ушло в лес на 2 ногах. Мужчина, находившийся на охоте на Медовом острове, увидел темно-серого зверя около 2 метров высотой. Существо было очень похоже на человека. Широкие плечи и руки свисали ниже колен и выглядели почти как руки человека, рассказал охотник. Супружеская пара была на острове на рыбалке, когда раздались жуткие крики, приближающиеся с низовьев реки. Крики было слышно все ближе и ближе, и муж с женой принялись разводить костры возле своего лагеря, чтобы в случае чего увидеть зверя или попытаться его отпугнуть. Когда наступила ночь, они увидели желтые широко расставленные глаза, наблюдавшие за ними с деревьев. Муж взял ружье и пошел в лес. Он был потрясен, когда столкнулся лицом к лицу с существом, похожим на обезьяну, но более 2 метров высотой. Он выстрелил, и существо убежало в темноту. Когда он вернулся в лагерь и описал странного зверя жене, она сказала ему, что он только что столкнулся с болотным монстром Медового острова. Также рассказывает историю о Тедди Уильямсе, проведшем на заболоченных протоках большую часть своей жизни. Он был траппером и каждый день ходил на болото проверять капканы. Тед утверждал, что видел болотного монстра множество раз, и он знал, что таких существ на самом деле больше, чем просто одно. «Я мог бы убивать их, но не вижу причины. Кажется, что они не хотят навредить мне. Когда я замечаю их купающихся в реке, они тут же вылезают на берег и исчезают в болотных зарослях. Как-то раз, когда Тед ловил рыбу, одно из этих существ переплыло реку и прошло прямо мимо него. Однажды Тед уплыл на лодке особенно далеко в болото, собираясь половить форель. Больше его никогда не видели. Ни его тело, ни его лодка так и не были найдены. Болото утянули в свои глубины еще одну жертву. Однако скептики считают, что нет никакого монстра, а есть огромный аллигатор. Телевизионные эксперты тщательно сличили гипсовые слепки, представленные Фордом со следами аллигаторов, и пришли к мнению, что они действительно похожи, но есть и отличия. У болотного монстра 4 пальца, 3 с большими когтями и выступающими суставами. 4-й маленький палец длиной примерно в 4 сантиметра напоминает большой палец руки. Эти пальцы ясно показывают, что животное способно ими хватать и цепляться. 3 больших пальца, длинные и тонкие, с проступающими сухожилиями, видимы и на отпечатках. Когти повернуты вниз и назад, как у кошки, чтобы не скользить по рыхлой почве, песку и грязи. По тонкой с видимыми сухожилиями кожи на подошвах можно сделать вывод, что животное не проводит много времени на земле. Монстр живет в воде. Оставленный 4-й палец дает основание предполагать, что зверь может лапой хватать и цепляться. Получается, он лазает по деревьям? Ответить на все эти вопросы сможет только сам монстр с Медового острова. Или ты, мой дорогой зритель. Я думаю, тебе есть что сказать по этой истории. И самое главное, никогда не заплывай вглубь болот Манчак. Это существо чувствует твой страх и будет питаться им. А в конце наступит конец и для тебя.